Прибор в довольно обычной упаковке, ничего лишнего. В упаковке имеется сам прибор, а также талон, на котором данные о серийном номере и коде активации прибора. Имеется небольшой экран, который выводит напряжение бортовой сети при подключении колодки диагностики. Полезно будет на тех автомобилях, где уже довольно несвежий аккумулятор, а так как диагностика проводится при включенном зажигании, вы всегда будете видеть напряжение бортовой сети, чтобы вовремя принять меры и не допустить еще более полного разряда аккумуляторной батареи и иметь возможность потом запустить двигатель стартером. Также на боковых гранях прибора имеются клавиши включения фонарика, как с правой стороны, так и с левой стороны. Это тоже удобно. Если, допустим, диагностический разъем находится в каком-то труднодоступном и темном месте, вы всегда сможете подсветить, чтобы подключить прибор к разъему диагностики. Также прибор имеет 3 световых индикатора. Один индикатор сообщает о том, что прибор подключен к колодке диагностики. Второй индикатор загорается, когда прибор подключается к диагностическому приложению. И третий начинает мигать, когда идет обмен данными между приложением и самим сканером. Включаю зажигание. Нужно перейти в Bluetooth и подключиться к адаптеру. Ищем доступное устройство. Вот появился наш А30М. Нажимаем «Привязать». Сканер работает с приложением AnyScan. Более подробно о нем будет в описании. Поэтому, если у вас нет такого приложения, скачивайте его из магазина приложений, устанавливайте и переходите. У приложения довольно интуитивно понятный интерфейс. У нас имеются настройки. Здесь вы сможете изменить язык, изменить единицы измерения. Устанавливаем метрические. Здесь информация о подключенном устройстве, информация о мастерской, если вам такое необходимо, информация о встроенном ПО и описание. Больше настроек, ничего лишнего нет. На главном экране мы можем зайти в обновления и выбрать необходимое нам обновление для загрузки. Сразу все обновления советую не устанавливать, потому что это очень большой объем данных. Если у вас, допустим, мало памяти в телефоне либо в планшете, это может оказаться проблемой. Поэтому устанавливайте только необходимые вам функции, а также необходимые вам марки автомобилей. Я лишь покажу, какие здесь есть. Это именно не обновленные. А сейчас покажу те, которые у меня уже установлены. Вот установленные специальные функции. На данный момент здесь 26 дополнительных функций. Информацию о них вы можете прочитать на экране. Я лишь покажу, какие здесь присутствуют. Понятное дело, что данные функции будут необходимы не на всех автомобилях. На более старых автомобилях будет минимальный набор необходимых вам функций, но на более новых автомобилях эти дополнительные функции пригодятся по максимуму. На вкладке «Отчет» мы сможем посмотреть сохраненные отчеты, которые мы делали во время предыдущих диагностик. И у нас остается автосканирование либо диагностика. Если у вас автомобили более поздних годов выпуска, тогда можете спокойно нажимать автосканирование. Прибор издал звуковой сигнал, что приложение к нему подключилось. Замигал светодиод, что идет передача данных. Также отмечу самую главную особенность данного сканера. Это то, что производитель обещает пожизненное бесплатное обновление и не привязывать прибор к определенному устройству, либо к определенному IP-адресу. Это очень хорошо. В этом самый большой плюс данного прибора. Данную диагностику я провожу на автомобиле Chevrolet Lachetti. В данных автомобилей ВИН-код не записывается в блок управления двигателем, поэтому, естественно, программа его не нашла. Поэтому вы можете либо ввести ВИН-код вручную, и программа предложит вам необходимую марку автомобиля. Либо же вы можете выйти и выбрать это все вручную. Нажимаем «Диагностика». Вверху мы можем выбрать «Мои транспортные средства». Далее идет разделение марок по регионам: Азия, Австралия, Америка. Давайте сначала посмотрим, как это происходит через ОБД2, а затем покажу, как это происходит через марку автомобиля. Выбираем ОБД2.
Если вы знаете протокол, по которому подключается ваш блок управления двигателем, тогда выбираете протокол. Если не знаете, тогда нажимаете «Автоматическое сканирование». Сейчас автоматически программа переберет все возможные протоколы и по необходимому протоколу подключится к блоку управления двигателем. Произошло подключение. Здесь мы можем прочитать коды неисправности, очистить коды неисправности, посмотреть поток данных в реальном времени. Здесь оно называется «Живые данные». Чтение стоп-кадра, чтение информации о блоке управления двигателем и различные тесты. Давайте посмотрим информацию о блоке управления двигателем. ВИН, как я говорил, здесь посмотреть не удастся, но можно посмотреть идентификаторы калибровок. Можем прочитать ошибки, коды неисправностей. Как видим, ошибок у нас нет. Если бы у нас были ошибки, мы сможем зайти и очистить код неисправности и их удалить. Происходит это следующим образом. Это делать необходимо на остановленном двигателе и при включенном зажигании. Коды ошибок были удалены. Давайте посмотрим параметры в реальном времени. Данный блок управления двигателем поддерживает 20 параметров. Какие именно вы можете видеть на экране. Как видим, температура воздуха у нас 21 градус. Температура охлаждающей жидкости 20 градусов. Значит, можно с большой долей вероятности утверждать, что датчики температур исправны. То есть датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха у нас исправны, потому что они показывают одинаковую температуру. Если бы эта температура довольно серьезно различалась, значит, скорее всего, какой-то из датчиков неисправен. Видим абсолютное давление в опускном коллекторе. Оно же сейчас равняется барометрическому давлению. Абсолютное положение дроссельной заслонки 9%. Напомню, это автомобиль, на котором установлен гибридный дроссельный узел, и на нем холостой ход регулируется при помощи дроссельной заслонки. То есть блок управления двигателем управляет электрическим моторчиком, который расположен в дроссельном узле, и он закрывает либо приоткрывает дроссельную заслонку для регулировки холостого хода. Сейчас я нажму на педаль газа. Вот как мы видим, я выжал педаль полностью в пол. На данном автомобиле полностью открытая дроссельная заслонка соответствует 70%, то есть что мы видим на экране. Если же мы хотим посмотреть не в цифровом виде, а в виде графиков, тогда необходимо нажать вот сюда. И вот так мы сможем посмотреть данный параметр в виде графика. Сейчас я нажму на педаль. Вот я нажал на педаль. Отпускаю. То есть, как видим, довольно хорошая скорость передачи данных. Я всегда на этом акцентирую внимание, потому что некоторые приборы имеют очень низкую скорость передачи данных, и производить диагностику в реальном времени очень и очень сложно, а порой даже невозможно. Также, как мы видим, у нас нет кодов неисправностей. Лампа неисправности двигателя, так называемый чек, у нас выключена. Давайте выберем положение дроссельной заслонки, обороты двигателя и абсолютное давление в опускном коллекторе. Нажимаем «Пользовательские настройки». Сейчас я запущу двигатель. Можем посмотреть обороты в виде графика. Давление в опускном коллекторе. Скорость довольно хорошая. Нажму на педаль газа. Положение дроссельной заслонки. Если же мы войдем в диагностику через марку автомобиля, можем выбрать либо автоматическую диагностику, либо выбор системы. Давайте посмотрим автоматическую диагностику. В данном автомобиле установлен только блок управления двигателем и система ABS. Давайте войдем в систему ABS. Здесь мы можем посмотреть коды неисправностей, очистить коды неисправностей, посмотреть данные в реальном времени, а также провести тест механизмов. То есть, к примеру, мы можем произвести тест насоса системы ABS. Но также отмечу, что
Данные тесты успешно проходят не на всех автомобилях. Главное, чтобы блок управления двигателем поддерживал данную функцию и само приложение также поддерживало данный блок управления двигателем. Здесь вы можете включить, либо выключить. При этом на панели приборов загорается индикатор системы ABS. Когда мы выходим из диагностики, индикатор должен погаснуть. Давайте посмотрим данные в реальном времени, какие здесь есть параметры. Еще раз напомню, количество параметров будет зависеть от блока управления. Основные из них это скорость каждого колеса. Это самые главные параметры, которые нужны при диагностике. Все остальное уже не так важно. Можно посмотреть напряжение аккумуляторной батареи, выключатель стоп-сигнала, это то есть нажата педаль тормоза или нет. Сейчас я нажму на педаль тормоза. Вот я нажал на педаль тормоза, отпустил педаль. Нажал, отпустил. Скорость тоже очень довольно высокая. Также мы можем перейти в блок управления двигателем. Также есть тест управления механизмами, так называемый тест срабатывания. Вот такие здесь есть тесты. Посмотреть коды неисправностей. Кодов нет. Ну и посмотреть данные в реальном времени. Вот такой прибор, друзья. Если вы собирались приобретать что-то похожее, тогда, надеюсь, этот обзор был для вас полезным.